Доброго времени суток. У нас почти 600 подписчиков. При этом, если глянуть, сколько уникальных пользователей за ближайшие 28 дней, то их больше 30 тысяч уникальных пользователей смотрит мой канал за ближайшие 28 дней. И у нас 98 тысяч просмотров за ближайшие 28 дней. Эта статистика для меня говорит о том, что, возможно, вы пришли впервые на этот канал, и поэтому я вам сразу расскажу, где что полезно искать. Если вы уже опытный подписчик и знаете, где что искать, вы сразу переходите в тайм-коды и кликаете на основное видео. Если вы здесь впервые или не знаете, где что полезно искать, вам будет полезно послушать это интро. Насчет названия. Я зашит в рамки YouTube, и мне необходимо выбрать название до 100 символов, какую-то картинку с каким-то названием. Если у меня записывается видео на 1,5, 2, 4 часа, потом я вырезаю оттуда пустоты, когда я не говорю и просто читаю какой-то текст, то остается где-то там 1,5-2 часа. На эти 1,5-2 часа где-то 5-6 интересных моментов, которые обучают и повышают вашу IT-насмотренность. Чаще всего, когда вы заходите в видео и открываете комментарии, вот здесь есть блок, что вы узнаете. Это более полная информация о том, что полезного есть в этом видео. Это вступление, это основное видео. И мне в название надо вынести что-то одно. То есть, если вы пришли на конкретное название и ждете, что внутри будет все по этому названию, это не так. И я вас обрадую. В видео будет и то, что на картинке и в названии, и больше. Такая специфика. Я создаю реальные IT-проекты и снимаю это все на видео, не вырезая сложности, для того, чтобы у вас формировалась ваша IT-насмотренность, чтобы вы сами могли применить те методы, которые я применяю. Я против инструкции, потому что инструкции вас не обучают. Я вам передаю настоящий опыт, который вы можете прожить, повысить вашу IT-насмотренность, чтобы вы самостоятельно справлялись с этими сложностями. Где найти что-то полезное? Если вы хотите создать сайт, к примеру, для продажи ваших услуг, или наоборот создать сайт для кого-то, то вы переходите вот сюда вот в плейлисты, листаете, наверное, в самый низ и смотрите вот сюда вот там, где 28 видео сейчас, веб-кодинг, создание сайта с нуля. Вам не надо будет платить программисту за создание сайта. Там показано, как купить домен, как привязать хостинг, как сделать маршрутизацию имейлов, как создать простой сайт, как сделать засеошенный сайт более чем на 300 страниц, как привязать платежную систему и как привязать сбор контактов с сайта, показаны ошибки не показывания в Google и разрешение этих конфликтов. Так что это полный гайд по тому, как вы можете создать сайт сами. Когда я слышу, что кто-то создал сайт за 20 минут, я понимаю, наверное, это речь о том, что было надиктовано какое-то техническое задание, которое реализовано в код, либо были использованы какие-то конструкторы, которые стоят денег. Здесь я показываю, как сделать это все абсолютно бесплатно. Вы не будете платить в месяц абсолютно ни за что. И полностью контролировать весь процесс. По моим ощущениям, это чуть больше, чем 30 часов, но зато каждый шаг показан, и вы сами сможете это все воплотить. Базовый файл по настройке окружения. Здесь сейчас 38 файлов. Вы можете просто выборочно глянуть, что вам нужно, что вам подходит, установить и работать. Этого достаточно для того, чтобы вы комфортно веб-кодили. Кому может быть полезно плейлист, роботы-парсеры, автоматизация. Если вы хотите связываться с бесплатной веб-автоматизацией, то вам есть смысл глянуть, как я это делаю. То есть я построил просто робота, который сам собирает данные из браузера и обходит ряд проверок. Строил при помощи искусственного интеллекта, а использовал бесплатно, без токенов. Хотя бы вам важно знать, что такое веб-селекторы и понимать, что я сейчас делаю. Вот что-то типа такого. Если вы понимаете, то можете смело пролистывать. Что интересно в этом видео, Paperclip автоматизатор. Здесь я общаюсь с Cloud-кодом, и он говорит о том, что связка Paperclip, Hermes и ZAI это даже интереснее, чем сам Cloud-код вот в этом видео. И дальше я поднимаю эту связку. Оркестратор, который 0 людей компания, управляет процессами. И вот счастливое лицо, что все получилось. Здесь есть инструкция, как вы можете самостоятельно настроить это все. 4 минуты. Вы заходите в это видео, открываете комментарии. Приятно, что написали слова благодарности, очень приятно. Переходите вот сюда, вот кликаете. Так, а проект переместился, да? Да, переместился. Вот, переезжаете сюда. Нажимаете вот эту зеленую кнопку и Download Zip. И у вас получаются все файлы и все инструкции. То есть вы просто даете ссылку на этот zip-архив вашему искусственному интеллекту, и он поднимает всю связку. Там достаточно сложно. Windows, Linux, они между собой должны общаться, обмениваться данными, чтобы вам не пришлось инвестировать там своих 30-40 часов в это все и кучу токенов. Вы можете просто забирать готовые файлы. То, над чем достаточно долго работал, создание гибридного приложения, 55 видео, и оно уже опубликовано
именно в Play Market. Ближайшее действие — это еще накатить на Apple, и тогда уже заняться продвижением. Так что если вы хотите создать гибридное Apple Android мобильное приложение, то я показываю как. Моя вам рекомендация — заходить в плейлисты, выбирать, какой понравился по душе, и смотреть с начала до конца, просто как сериал под еду. Потому что если вы посмотрите какую-то серию, которая там 10 или 12, будет непонятно, о чем это. То есть я предлагаю перейти к началу, и тогда вы поймете, какие взаимозависимости и какие чудеса мы делаем. Также создал сайт по проведению хакатона, где уже участвуют более 20 стран мира, и прямо сейчас проходит хакатон. Следующий будет в ноябре, так что можете записываться hackonvibe.com. Ну что, как говорится, можно вечно смотреть на то, как бежит вода, горит огонь, на то, как тебе выдают деньги, на то, как работает другой человек. Так что приятного вам просмотра. Доброго времени суток. Маленькие радости. Больше 1000 подписчиков и больше 265 тысяч. Больше четверти миллиона просмотров. Спасибо за доверие, спасибо, что смотрите, спасибо, что повышаете вашу IT-насмотренность вместе с нашим каналом. Я думал, я по-быстрому сделаю изменения, то есть у нас прошел августовский хакатон, я проголосовал, я думаю, окей, сейчас быстренько опубликую результаты, начинаю публиковать, и опять куча сложностей, которые приходится вручную отлаживать. Допустим, здесь что было? Сейчас проверим, что сейчас есть. Я переключаюсь между Judge, Judging и Apply for New Hackathon. И здесь один и тот же get запрос. Ну и получается, я не могу дать ссылку судьям на конкретный раздел, потому что все разделы идут с одним и тем же get запросом. Возникали какие-то такие странные, глупые сложности, то есть карточки по-разному тянулись. Вот здесь вот они тянутся симпатично, то есть вот такие вот золотистые записи. А здесь какие-то, по-моему, еще даже более узкие, то есть вообще даже другая карточка по ширине. Кстати, да, давайте включу отображение кнопок. Давайте сделаем скриншот ему, чтобы он понимал, о чем мы говорим. И скопируем URL. Ну да, тут явно что-то другое тянется. Верстка непоследовательна, то есть разная ширина даже страниц. Это неправильно. Должна быть, предсказуемость и последовательность того, как все отображается. Сделает там, где результаты, такую же ширину, как у обычного нашего экрана. Ну и отображение, я надеюсь, ты уже подтянул, чтобы все тянулись из одного места. Так, давайте перезагружу, может, он уже подтянул. Подтянул цифры. Да, подтянул цифры. Оно некрасиво по дизайну смотрится. 50% размера пула. Здесь оно как-то очень близко наезжает на саму картинку. По дизайну мне не нравится. То есть надпись какая-то слишком длинная. Я бы, может быть, оставил просто 50%, 30%, 20% без описания о том, что это all the price pool. И отступ от кругляшка сверху и снизу не одинаковый. Так что выровняй, чтобы одинаковое расстояние было. И убери вот это описание, оставь только проценты. Можешь добавить там просто какую-то иконку, такую эмодзи в виде пачки долларов рядом, чтобы было понятно, о чем это. Все, что я сказал приземляю в атомарные требования, антикраш якоря, и то, что я уже могу проверять, выводи мне, пожалуйста, списком то, что я уже могу проверять на сайте. У нас, получается, еще ломались картинки. У Майка и у Миланы были сломаны картинки. Давайте каждого судью проверим. И одного ментора. Organizer, Judge, ментор. Как-то непонятно. Последовательность мы вроде бы уже другую сделали. Покажем ему, о чем мы вообще говорим. Посмотрим, полистаем вниз. Карты отображаются, страны отображаются. Наши менторы, организаторы. Последовательность правильная. Вначале судьи, потом менторы, потом организаторы. Сертификат, Judge. Окей, хорошо, Judge, ментор. Хорошо. Организатор. Ну да, я думаю, да. Так, Майк. Описание есть, картинка есть, страна местонахождения есть, хакатон, карта, судьи, менторы, организаторы, судья, ментор. Хорошо. Давайте попробуем скачать. Да, все успешно перебрасывает на правильную страницу. Давайте по Милане посмотрим. Judge, ментор, органайзер. Ну, то есть вот непонятно, почему у меня последовательность другая. Последовательность не во всех карточках судей одинаковая. Я хочу, чтобы у всех была последовательность Judge, ментор и органайзер. Проверь это везде. Так, Чехия, LinkedIn. Давайте откроем. Работает, да, ссылка работает. Страны, судьи, менторы, организаторы, Judge,
Judge, Mentor, Organizer. Так, вроде бы хорошо. Олег. Judge, Mentor, Organizer. Да, хорошо. Давайте LinkedIn проверим, работает или нет. Да, вроде бы все подходит. Judge, Mentor, Organizer. Да. Роман. LinkedIn работает. Карта. Карточки судей, менторов, организаторов. Judge, Mentor, Critical Organizer. Есть такое. Сергей. Только Judge. Так, а здесь вверху как было написано? Mentor, Judge, Organizer. Ну, тут вообще как-то опять. Да, очень хаотично везде написано. Должна быть последовательность Judge, Mentor, Organizer. Так, тут Judge. Карточки отображаются. И один сертификат. Давайте скачаем, проверим. Да, валидация хорошо, правильно ходит. Даниил. LinkedIn открывается. Ментор. Да, все правильно. Это наш победитель. Первое место. Первое место. Давайте тоже скачаем, проверим, все ли здесь. Да, все валидно. Все работает. Так, давайте смотреть, что здесь. Да, вот это уже как-то наряднее. Да, по-молодежному, но коротко и сильно лучше. Отступ, ну, сверху все равно как-то больше отступ, чем снизу. Он все равно неравномерный. Я не понимаю, что там. Наверное, какие-то дополнительные элементы. Давайте посмотрим. То есть вот он элемент, и вот он элемент. То есть здесь элемент как-то по-другому имеет. Давайте на это пожалуемся. Да, так лучше. То есть вот этот процентик, вот этот вот доллары, там пачка долларов. Но расстояние опять не одинаковое от этого кругляшка. То есть нижняя надпись и верхняя надпись, они не одинаковое расстояние отступа кругляшка лица. Написал ли он что-то, что можно проверять? Ну, давайте посмотрим, да, то есть это Judge and Result. Давайте посмотрим, открываются ли эти карточки. Вроде бы да, а отсюда она не кликается. И отсюда не кликается. Баг, явный баг. Так и не подтянулась карточка победителей, так, чтобы она корректно работала. Я пытаюсь кликнуть по человеку, и кликая по человеку, я не могу перейти на него в случае, если я пытаюсь на него перейти из этой ссылки. Причем на кого-то могу перейти, а на кого-то не могу перейти. То есть все равно у нас несколько сущностей. Это не одна и та же сущность, потому что в самом хакатоне пьедестал хорошо работает, а уже там, где results, значит создана какая-то новая сущность. То есть не до конца ты сделал, что это все единая сущность. Здесь некоторые люди, кликая по ним, ничего не открывается. Не кликабельные лица. Тоже записывая в атомарный антикраш якорь. Давайте дальше смотреть, что там. Тут вроде бы все адекватно. Тоже это не открывается, это открывается. Давайте проверим, скачаем, запустим. Верификация. Да, все работает. Описания у человека нет. Официальное имя есть, оно подтягивается. Все могут прочитать отзывы по командам. Да, хорошо. Кстати, уважаемые зрители, если вам интересно повышать вашу IT-насмотренность, то один из методов повышать ее — это вот почитать наши судейские отзывы по командам. Здесь вот можно заходить в из команд, наблюдать сайт, GitHub, видеопрезентации, опросник. И что достаточно важно, это каждый судья высказывает, что было хорошо и что могло быть лучше. Я почитал, мне очень понравилось. Приглашены очень хорошие специалисты, и то, что они говорили, это показывает их квалификацию и уровень судейства. Они молодцы. Неформально отнеслись к задаче, а прямо вложились и написали качественные отзывы. И вам рекомендую почитать. Вот ссылка hackonvibe.com, results. А если на сайте, то просто переходите на сайт hackonvibe.com, кликаете вот это вот бургер-меню, history, август, или ставите вниз до пьедестала, и под пьедесталом see how the judges score full results. Кликайте сюда, и, допустим, там просто можете перевести с английского на русский, если на русском комфортнее читать. Да, вроде бы везде все открывается, отзывы каждого есть. Хорошо. Команды говорили, что тоже ценят обратную связь судей, что она для них ценная и важная. Так, значит, здесь починили уже. По всем можно кликать, и по всем открывается карточка участника. Это уже хорошо. Вроде бы все проверили базово. Еще окинем таким вот финальным взглядом, обновим вот это страны, которые брали конкретно в этом хакатоне участие. Тема, судьи, картинки у всех есть, не сломаны, менторы, организаторы, победители, как судили. Угу. И вот здесь вот, вот Find Your Certificates, да, это я просил как раз накатить. Работает, да, чуть-чуть оно как-то, чуть-чуть кривенько из-за хедера, то есть, наверное, надо сделать поправку на Find Your. Пусть Find Your Certificate перескакивает с учетом
учетом хедера, который не должен отрезать часть Find Your в названии Find Your Certificate. А так все работает, и мне нравится. Спасибо. Да, уже нормализацию данных сделали. Я думаю, это уже можно публиковать и сообщать судьям. Хорошо. Вот. Я бы, наверное, сказал, что рекомендую вам почитать отзывы IT-специалистов о командах. Это может помочь вам повысить вашу IT-насмотренность. Здесь у нас были бизнес-аналисты, продукт-оунеры, люди, которые строят распределенные системы облачные, фуллстак-инженеры. У каждого чуть-чуть другой взгляд на происходящее, но в сумме и каждый в отдельности очень ценен. Желаю вам финансового благополучия, создавайте отличные IT-продукты. Спасибо, что повышаете IT-насмотренность вместе с нашим каналом. Если досмотрели до конца, поставьте, пожалуйста, лайк и, может быть, какой-нибудь добрый смайлик в комментариях, чтобы сказать спасибо за это видео. Всех благ, будьте долларовыми миллиардерами.